Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут, когда все-таки будет представлена серия Black Shark 5. По предварительным данным, это должно произойти в марте 2022 года. Также серия смартфонов Black Shark 5 может стать последней, так как сразу несколько очень известных независимых источников подтвердили, что китайская компания Tencent планируют приобрести Black Shark Technology. Напоминаю, Tencent — это китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году в городе Шэньчжэнь. Так вот, после приобретения акцент Black Shark Technology сместится с игровых телефонов на устройства, как ни странно, виртуальной реальности в целом. Следовательно, компания Tencent будет представлять контент, а Black Shark будет заниматься аппаратным обеспечением и устройствами виртуальной реальности. Что немаловажно, на днях новый смартфон серии Black Shark 5 прошел сертификацию Министерства промышленности и информатизации КНР. А это нам говорит, что смартфон уже запущен в производство. Гаджет получал модельный номер КТУС А0. Также на данный момент известны практически все технические характеристики данного смартфона. И они, честно говоря, удивляют. Основные фишки его — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888+, отличный дисплей Samsung E4 AMOLED, аккумуляторная батарея на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, Android 12 с оболочкой Joy UI из коробки. Ну и, конечно же, цена всего $750. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Итак, Black Shark 5 будет оснащен дисплеем Samsung E4 AMOLED разрешением 1080p+, с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и частоты дискретизации касания 720 Гц. Причем это будет панель технологии LTPO, то есть она будет поддерживать изменения кадровой частоты в пределах от 1 до 120 Гц. Напоминаю, LTPO — это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Эта технология, разработанная компанией Apple, на которую компания Apple и владеет патентами. Точный размер экрана устройства на данный момент, к сожалению, не сообщается. Новый смартфон будет построен на базе однокристальной системы от, конечно же, Qualcomm, а именно Snapdragon 888+, и оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что является, на мой взгляд, достаточно неплохим решением и идеальным в наше время. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Black Shark 5 версия 12256 поступит на прилавки по рекомендованной цене всего $750. Конкурентов сейчас много, давайте посмотрим их. И так, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $750 это плюс-минус 56 тысяч рублей. Возьмем до 60. И мы знаем, что в этой конфигурации Black Shark 5 получил 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Всего лишь 7 моделей. Это OnePlus 9 Pro, Xiaomi 11T Pro, Asus ROG Phone 5, Samsung Galaxy Note 10 Plus старичок, Asus ROG Phone 5s, ну и пошли два старичка. На мой взгляд, как ни странно, основной конкурент Black Shark 5 это Xiaomi 11T Pro. Как вы видите, минимальная стоимость смартфона 44 тысячи, а максимально 59. То есть переплата большая. Но благо e-каталог собрал всех продавцов. И вы можете выбрать того продавца, который на данный момент сейчас предоставляет максимум скидки. А что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то можете отметить. Но вдруг у вас остались вопросы. Задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео.
Также в линейке будет топовая модель под названием Black Shark 5 Pro, которая, как сообщается, получит 6,8-дюймовый дисплей AMOLED разрешением Quad HD+, частотой обновления 144 Гц. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения. И многое другое. В качестве однокристальной системы выступает, конечно же, Snapdragon 8 Gen 1. Это топовое решение на 2022 год. Все смартфоны топовые получают именно данный процессор. Тут мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex A710 трудятся на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. На мой взгляд, результат очень и очень хороший. Телефон будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, которая будет поддерживать также быструю зарядку мощностью 120 Вт. Но, напоминаю, на данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании двух аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и легким. То есть две аккумуляторные батареи в одном смартфоне, чтобы они одновременно заряжались. Это вы должны понимать. Также компания Xiaomi подтвердила, что технология безопасна в использовании и что в эту новую технологию зарядки включены 40 мер безопасности и защиты. После 800 циклов зарядки аккумулятор сохраняет 80% первоначальной емкости. Этот показатель намного лучше, чем требует китайский отраслевой стандарт. Да, есть такой стандарт. Ожидается, что оба устройства будут работать под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Joy UI. А это нам дает так называемые пузырьковые уведомления, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы и многое другое. Характеристики камер, к сожалению, пока не сообщаются. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Black Shark 5 это действительно стоящие смартфоны будут. Линейка будет состоять из двух смартфонов. По крайней мере, сейчас есть такие данные. Но вы должны понимать, что, наверное, все-таки это будут последние смартфоны данной компании. Потому что все-таки большие гиганты поглощают маленькие. Но я бы не сказал, что Black Shark это маленький какой-то производитель. Все-таки компания Xiaomi это всемирный бренд. Но как есть. Ждем презентацию Black Shark 5. На мой взгляд, это получится топовый смартфон. И очень и очень хорошая. А цена в $750, на мой взгляд, это недорого. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.